Никто не знал, Чингук тайно сделал это для Джина. Арми плакали от радости. В реальности, которая долгое время была скрыта от общественности, выяснилось, что Чингук тайно сделал что-то удивительное и невообразимое. Поступок, который не только тронул сердце, но и заставил тысячи фанатов BTS, Арми, плакать. Что именно сделал Чингук для Джина? Почему он решил скрывать это так долго, даже от СМИ и руководства? Эта информация впервые появилась от внутреннего источника, который пожелал остаться анонимным. Они заявили, что еще до того, как Джин завершил свою военную службу, Чингук подготовил ряд действий, которые были напрямую направлены на поддержку и поощрение своего Хёна. Но что самое удивительное, так это то, что большинство действий Чингука никогда официально не были обнародованы, никаких постов в социальных сетях, трансляций в ливе или утечек от других участников BTS. Все было сделано тайно с одной целью – убедиться, что Джин чувствует полную поддержку без давления общественного внимания. Одно из действий, которое сейчас начинает раскрываться, заключается в том, что Чингук регулярно отправлял Джину рукописные письма во время его военной службы. Письма отправлялись по частному каналу с использованием псевдонима, чтобы не быть узнанными офицерами по распределению в подразделении Джина. Каждое письмо содержало сообщения поддержки, новости от других участников BTS и шутки, которые понимали только они двое. Кроме того, Чингук также включил аудиоклипы, на которых он поет ностальгические песни BTS, как форму эмоционального присутствия, почти полностью незамеченные публикой. Что делает это еще более примечательным, так это тот факт, что Чингук делал все это, не рассказывая руководству или общественности. Он понимал, что внимание СМИ может обременить Джина или даже нарушить его душевное спокойствие во время его военной службы. Поэтому решение сохранить это в тайне было формой личной и зрелой заботы, а не просто символическим жестом для общественного потребления. Несколько сотрудников, вовлеченных в управленческую деятельность BTS, даже подтвердили, что Чингук отклонил несколько крупных коммерческих предложений, потому что они противоречили его личным визитам на тренировочную площадку Джина. Он решил отдать приоритет необъявленным личным поездкам, просто чтобы оказать прямую поддержку, пусть даже ненадолго и с большим риском для его личной жизни. Этот факт заставил многих фанатов плакать. Для них это была форма настоящей солидарности, которая выходила за рамки сцены и камеры. Интересно, что ни одно из этих действий не упоминалось Чингуком в интервью, прямых трансляциях или развлекательных шоу. Даже когда его спрашивали о развитии Джина после армии, Чингук отвечал только с улыбкой, как будто скрывая гораздо более глубокий слой эмоций за своим спокойным поведением. Это открытие вызвало волну эмоций в сообществе ARMY. Форумы для обсуждения, социальные сети и Твиттер немедленно заполонили благодарности и признательность за искренность Чингука. Такие хэштеги, как «Решетка спасибо Чингуку» и «Решетка Джин заслуживает этого», стали трендовыми темами в более чем 20 странах всего за несколько часов. Многие фанаты признались, что плакали, осознав глубину действий Чингука. Они чувствовали, что за миром развлечений, полным образов и иллюзий, все еще есть искренняя любовь, которая не ищет внимания или похвалы. Такие действия, с психологической точки зрения, оказывают огромное влияние на психическое восстановление человека, который сталкивается с таким давлением, как военная служба. Наличие писем, песен и эмоциональной поддержки от самых близких людей может стать защитой от изоляции, стресса и однообразия. Чингук, похоже, очень хорошо это понимал и решил присутствовать максимально человечным образом, тихо, но осмысленно. Однако возник один фундаментальный вопрос: действительно ли все это произошло? Эта история настолько трогательна и идеальна, что кажется сценарием фильма. Следует отметить, что эта информация была собрана с различных платформ социальных сетей, TikTok, YouTube, Twitter и мирового сообщества ARMY. Некоторые посты утверждают, что имеют визуальные доказательства и аудиозаписи, но до сих пор не было никаких официальных доказательств, подтвержденных Big Hit Music или самим Чингуком. Разве этого недостаточно, чтобы усомниться в обоснованности этого повествования? Почему такой грандиозный и значимый поступок никогда не был зафиксирован в официальном интервью или даже в благодарственной записке от Джина? Как это возможно, что не было ни одной фотографии, аудиозаписи или письма, когда сообщество К-поп известно своей способностью очень быстро раскрывать скрытую информацию?
Если этот поступок действительно был секретом, как он мог распространиться одновременно на нескольких платформах за такое короткое время? Было ли это совпадением, или же это была выдумка? Мы не можем найти ответ мгновенно. Требуется проверка, анализ и открытость, чтобы принять возможность того, что не все трогательные новости правдивы. Возможно, этот рассказ был намеренно создан, чтобы возродить имя BTS после военного перерыва. Также может быть, что это форма искренней любви со стороны фанатов, без манипулятивных намерений, но все же потенциально вводящая в заблуждение. С другой стороны, если это правда, то Чингук заслуживает награды не только как талантливый артист, но и как человек, который отстаивает ценности братства и искренности без необходимости в прожекторах. Мы понимаем, что представить такой рассказ среди фанатизма непросто. Но мы считаем, что ARMY — это необычное сообщество. ARMY — это глобальное сообщество, которое является умным, критичным и этичным. Итак, давайте поразмышляем вместе. Больше чем хотим ли мы верить в эту историю, потому что она правдива? Или потому что мы хотим, чтобы она была правдой?